Меня зовут Саша Александр Софьянович. Я с России, Российской Федерации, Республика Саха-Якутия. Родился я по города Подмирного в Чуме, к сожалению, за полярным кругом в стойбище оленеводов. Так как там от цивилизации, далеко от цивилизации. Ну, когда я родился, меня, к сожалению, не зарегистрировали ни на актовой записи, ни на свидетельство о рождении. Я, получается, формальности есть, а юридически меня нет. Так как я родился, меня не зарегистрировали по причине, я даже не могу объяснить, и сам даже не могу понять, почему меня не зарегистрировали. И с этого момента, получается, это был начало 98 году, так как отказались родственники от меня по причине наследства. Так как у нас очень много было оленей, и это на эквиваленте в валютах это немалая сумма. И я, получается, с того времени, после кончины матери, остался один и до сих пор стараюсь выжить в бюрократических этих странах. В России, в Украине, ну, получается, по весь СНГ. Ну, и я старался сделать документы законным путем. Или хотел тоже покупать, ну, от покупки паспорта и того нового документа, но карается законом и очень быстро могут выследить. Ну, его, как сказать, опасно. Ну, я хотел, по большинству счета, я сейчас стараюсь сделать законным путем документ. Но это тяжело, что доказать, что это ты, а не ты, или не ты, что ты выдаешь за себя, за себя другого человека. И тем более, когда делать документы, сколько я не пытался биться к властям, а сколько я обращался и бился к ним, но у меня, доступными словами сказать, меня футболит от них. Почему? Потому что я есть, а фактически есть, юридически нет меня. Из-за этого они не хотят заниматься со мной, и у меня нет денег и нет поддержки со стороны, чтобы я мог бы как-то реализовать все свои действия. И с этого причин очень тяжело. Есть в Якутии такие же, как я, которые с семьями не делают. А им смысл делать документы, если те, которые живут в тайге, за полярным кругом, им не надо эти документы, их там не проверяют. Есть семьи, которые они не делают, их там знают. А то, что есть это как бы люди, которые, как я, без документов, вообще, которые не существует, им тяжело добиться. Это не я один такой, а на нас где-то несколько сотен, даже может быть больше. Потому что после распада Союза и во время Союза были такие люди, и сейчас они есть. И если они добиваются, они стараются по большинству умалчивать или делать левые документы, чтобы выжили в этом в нынешней ситуации. И насчет работы здесь очень тяжело тоже устроиться. И постоянно, как сказать, если устраиваешься на работу, то третья сумма оплаты или даже половина, а бывает вообще как бы деньги кидают, как сказать, не выплачивают денег, а бывает и делать как нечего, можно и в рабство попасть. И, как сказать, здесь такие как и я, в Украине их несколько человек, может быть даже десяток. Ну, они постоянно ездят, они представляют, постоянно меняют фамилию, имя, потому что их невозможно узнать, откуда они пришли, пока они сами не скажут. Пока они сами не скажут, где они попадали, в каких пунктах опорных, милиция или пограничная служба, или иных таких структур. А так они живут, как обычные люди, но существует их, просто они, как сказать, им пробиться в это время очень тяжело. Если выбиваться в человека, ну, это нереально. Это единичный случай с одного человека, чтобы такой, как я, выбиться, чтобы дать какие-то документы, удостоверяющие личность получить, это нереально. Это, как сказать, это чудо, если один человек добьется, или 2-3 человека. Ну, все зависит, как они готовили себя заранее. Те, которые, как я, например, я не учился нигде.
я самоучка. А если бы я учился, у меня было бы как-то проще. Даже хоть какие-то мало документы, но все равно, даже с свидетельства рождения человека невозможно получить паспорт. Я бы хотел бы сначала своими как бы документацией закончить. Ну, сначала, чтобы добиться, чтобы меня признали, что это я, что это не я. Во-первых, или признали, или легализовали меня. Ну, это будет сложно, но я надеюсь, что это в ближайшее время сделаю это. Буду стараться, чтобы меня это как бы признали. Ну, а то, что остальное дальше, если я буду идти, я буду стараться со своей цели как бы сделать так, чтобы те люди, которые как я в Якутии, их не один не один десяток, может и сотни, может и 2 сотни, и даже семьи есть, и есть отдельности люди. Ну, чтобы они могли дать себя, знаешь, что они есть такие, чтобы не находиться в тени, как бы, своей родине. Вот такой вариант. Ну, буду надеяться, что это получится в будущем.